5 домов ушли под землю из-за потопа. Задержаны подозреваемые в убийстве генерала в Москве. Перевернулся автобус с 40 пассажирами. Это новости на Ходорковский лайв. Ставьте лайк, подписывайтесь. ФСБ опубликовала кадры допроса предполагаемого исполнителя убийства генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. По данным силовых ведомств, это был 29-летний гражданин Узбекистана, которого завербовала Служба безопасности Украины. Вышел. Я приехал в Москву по заданию украинской спецслужбы, для чего мне предлагали $100 тысяч и европейский паспорт. Следствие утверждает, что подозреваемый получил взрывное устройство в Москве и установил его на самокат у дома генерала. Мужчина якобы наблюдал за Кирилловым с помощью камеры из арендованного каршеринга. Утверждается, что камера транслировала видео прямо в украинский город Днепр. Взрывное устройство подорвали дистанционно. Всего по делу задержали 2 человека. Об этом пишут РБК, Коммерсант и близкий к силовикам телеграм-канал 112. Последний утверждает, что 2 мужчин задержали еще вчера. Источник «Коммерсанта» утверждает, что, цитата, «преступление было раскрыто по горячим следам. След подозреваемых взяли с места преступления». Напомню, что накануне утром в Москве около подъезда Кириллова сработало взрывное устройство. Генерал и его помощник погибли на месте. Возбуждено дело о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. BBC и Рейтер со ссылками на источники утверждали, что за убийством стоит СБУ. Официально Киев это опроверг. В Краснодарском крае потоп. Опять у нас потоп. Вон машины начинают потихоньку двигаться. Реки Хирота и Восточный Дагомыс вышли из берегов этой ночью. Местные СМИ пишут о подтоплении в городах Сочи, Адлере, Дагомысе и населенных пунктах рядом с ними. Сообщается, что поток воды сносит припаркованные машины. В одном из сел сошел оползень, который, по словам местных жителей, разрушил дорогу, и под землю ушло 5 домов. Ну вот была дорога. Теперь, короче говоря, дороги нет. Есть обрыв шириной где-то, наверное, метров, ну, не знаю, 8. Вон высоковолька. Они были вот здесь. Вот, сейчас это натянуто. Воняет газом. СМИ пишут о перебоях с электричеством и отоплением в зонах затопления. Причиной потопа называют сильные осадки, из-за которых поднялся уровень рек. Территория, загрязненной мазутом береговой линии, в Краснодарском крае выросла до 49 километров. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные МЧС России. Мазутные пятна уже замечены на центральном пляже Анапы. Он есть. Ощущается запах. Напомним, что десятки километров берега Краснодарского края покрыл мазут с потерпевших крушений танкеров «Волга-нефть» с нефтепродуктами. В Анапе из-за разлива был введен режим ЧС. С пляжей Кубани собрали уже более 12 тонн мазута и очистили более 4 километров береговой линии. Сотни спасателей МЧС и волонтеров очищают Черноморский берег от Веселовки до Анапы. Как сообщает газета «Коммерсант», на Кубани ждут прибытия волонтеров из других регионов для участия в операции по спасению птиц. Кроме того, местные власти обзванивают зоопарки в поисках тех, кто готов приютить пострадавших птиц и оказать им помощь. А в Якутии перевернулся автобус со шахтерами. Короче, перевернулись. А я за портфель схватился, автобус на боку. оторвалась и все. Вот. Катюх не доехали. По данным местной госавтоинспекции, в салоне находилось около 40 человек. Автобус с работниками Ингалинского горно-обогатительного комбината съехал в кювет и опрокинулся. 3 человека пострадали. Утверждается, что виноват водитель, который выбрал неправильную скорость для движения и не справился с управлением. Министерство обороны России сообщило, что в ночь на среду российские средства ПВО сбили 4 украинских беспилотника в 3 регионах страны. 2 дрона над Белгородской областью, 1 над Брянской, еще 1 над Курской. В Ростове-на-Дону местные телеграм-каналы ночью сообщали о взрывах и звуках летящих беспилотников. Однако об этом в заявлении Минобороны ничего не говорится. Воздушные силы Украины же отчитались о сбитии 51 российского беспилотника над своей территорией. Всего Украину, по их данным, атаковал 81 дрон. Ну и продолжим тему войны. От Рамштайна к Висбадену. НАТО заменило США в роли координатора военной помощи Украине. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. Как пишет Рейтер, таким образом страны Альянса стремятся защитить механизм западной поддержки Киева от решений избранного президента США Дональда Трампа. Ранее военную помощь Киеву организовывала группа Рамштайн. Ее возглавлял Вашингтон, и она собиралась на одноименной авиабазе США в Германии. Теперь, по данным Рейтер, этим уже начала заниматься новая миссия НАТО под названием «Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины». Миссия расположена на американской военной базе в немецком
городе Висбаден. Источник агентства сообщил, что она полностью готова к работе. Добавим, что в начале января спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог посетит Киев и ряд других европейских столиц. Об этом также сообщает Рейтер со ссылкой на 2 источника, знакомые с планом поездки. Визит в Москву не планируется. Мат вызывает бесплодие. В подмосковной Ивантеевке школьникам организовали встречу со священником, который рассказал им о вреде нецензурной лексики. На встрече детям раздавали листовки, в которых говорилось, что использование мата приводит девочек к нежелательной беременности, аборту и бесплодию. Объясняется это так, цитата. «Нецензурная лексика состоит из слов, описывающих либо половой акт, либо его участников». Конец цитаты. Использование таких слов провоцирует и приводит к развращению и ранним сексуальным связям. Далее снова цитата. Для девочек зачастую это становится трагедией, резюмируют авторы листовки. Становится ли это трагедией для мальчиков, они не уточняют. Апти Алаудинов, командир спецназа Ахмат, получил звание почетного профессора. Это титул, который вузы присваивают известным ученым, культурным деятелям и деятелям из других сфер за выдающиеся заслуги. Его командиру спецназа Ахмат присвоил Юго-Западный государственный университет в Курске, о чем сообщил ректор вуза Сергей Емельянов. Процитирую его слова. Апти Аронович любезно согласился принять предложение стать почетным профессором нашего университета. Для нас это большая честь. Мы все знаем Апти Ароновича как видного военного деятеля и настоящего патриота России. Уверен, что его личный пример будет неоценимым вкладом в решение первостепенной задачи, которая стоит перед нами – воспитание достойных граждан нашей страны. И это все новости к этому часу. Не забудьте ставить лайк нашему ролику, чтобы его увидело больше людей, и подписываться на нас в Ютубе. Также подписывайтесь на нас в Телеграме. Там мы тоже публикуем наши ролики, в том числе в аудиоформате, чтобы вам было удобнее. Оставайтесь с нами на связи даже в случае блокировки YouTube в России. В студии для вас сегодня работала Екатерина Воропай. Берегите себя. До встречи.